莫非是要将我的肉身炼成傀儡，还我肉身？监狱管集，问鼎后期，打破。Ван Линь превращает Лэй Даоцзи в марионетку и стремится достичь новой силы – это поздняя стадия Вознесения. После того, как Ван Линь сопровождал своего сына Ван Пина до завершения человеческой жизни, завершил свой жизненный цикл не только он. Сам Ван Линь также обрел глубокое прозрение благодаря той обычной и спокойной человеческой жизни. Его культивация прорвалась к средней стадии Вознесения, а его намерение Дао, закаленное покоем смертной жизни, напрямую достигло уровня поздней стадии Вознесения. Пока у него было достаточно бессмертного нефрита, он действительно мог вступить в позднюю стадию Вознесения. Однако Ван Линь очень ясно понимал собственные пределы. Против культиватора уровня инь пустоты он еще мог вырвать трудную победу, но против культиватора уровня осознания янь или материализация янь он совершенно не являлся соперником. Если бы он столкнулся с таким противником, единственным выбором стало бы немедленное бегство. Пока эти мысли мелькали у него в голове, Ван Линь шагнул через пустоту, пересек слой звездных ветров и устремился в направлении, куда сбежал Лэй Даоцзи. После того, как он победил его, то попытался сделать марионетку. В небе внезапно появилась огромная желтая река Дао-трансформации, растянувшаяся через горизонт. После низкого возгласа Ван Линя река высвободила ужасающую силу притяжения. Вся планета начала яростно содрогаться. Бесчисленные руды, наполненные металлической аурой, вырывались из-под земли, устремлялись в желтую реку и плавились внутри нее. Вскоре из желтой реки выплыли 3 золотые жидкие сферы размером с кулак и опустились в пещерную обитель. Ван Линь одну за другой вдавил эти 3 жидкие сферы в лоб физического тела Лэй Даоцзи. Первоначальное бронзовое сияние постепенно исчезло, сменившись слоем ослепительного серебряного света. Глядя на тело, которое теперь достигло серебряного ранга, Ван Линь проявил в глазах след удовлетворения. Он повернулся к Лэй Даоцзи и сказал, что если тот будет служить его марионеткой 3000 лет, то по истечении этого срока он вернет ему свободу. Но на самом деле это было лишь оправданием. Его истинной целью было переработать Лэй Даоцзи в марионетку хранителя. И таким образом Лэй Даоцзи, совершенно не понимая, что на самом деле происходит, и явно не слишком желая принять свою судьбу, был заживо переработан, пока от него ничего не осталось. Так, этот Лэй Даоцзи, который только появился и уже вел себя крайне высокомерно, получил свой финал самым запутанным и нелепым образом. Разумеется, оставленная им сумка-хранилище стала собственностью Ван Линя. Что там было? Внутри находились 3 предмета, которым предстояло сыграть чрезвычайно важную роль в следующем путешествии Ван Линя. Первым был неполный свиток низкоуровневого бессмертного заклинания. И не стоит недооценивать его лишь потому, что это был только фрагмент. После освоения это заклинание позволяло втягивать небесную молнию в собственное тело. Для обычных культиваторов, даже если бы они знали эту технику, их физическое тело и изначальный дух не смогли бы выдержать ужасающую силу небесной молнии, входящей в них. Но с тех пор, как изначальный дух Ван Линя превратился в душу древнего громового дракона, он больше не боялся небесной молнии. Поэтому всякий раз, когда позже Ван Линь сталкивался с громовым прудом, он просто прыгал в него и поглощал его так, словно восполнял собственную энергию. Даже гром небесного Дао, с которым он столкнулся после достижения стадии осознания Ян, рассматривался им как мощное тонизирующее средство. Вторым сокровищем было огромное количество бессмертного нефрита. Его количество в несколько раз превышало все то, что Ван Линь получил в то время, когда служил телохранителем 3 великих семей на планете Раньюнь, вместе с тем, что он выманил у Гань Куйцзы. Ван Линь потратил больше года на переработку лишь небольшой его части, но этого уже оказалось достаточно, чтобы поднять его культивацию до поздней стадии Вознесения. А последним предметом оказался жетон личности посланника храма Громового Бессмертного. В тот момент, когда Ван Линь увидел его, он едва не рассмеялся вслух. Он не удержался и сказал: «Неужели я, Ван Линь, действительно обладаю потенциалом стать посланником Грома?» В конце концов, к этому моменту он уже собрал все, что символизировало личность посланника: громового зверя, техники молниеносного типа и теперь еще жетон Громового Бессмертного. Даже если бы лично явился владыка зала Громового Бессмертного, он, вероятно, уже не смог бы вспомнить, когда именно назначил Ван Линя одним из своих представителей. Затем Ван Линь планировал отправиться на планету Юнься и забрать кость Ван Юэ. Однако приготовленных им плодов онемения все еще было далеко недостаточно.
Поэтому, выдавая себя за посланника Громового Бессмертного, он сначала собрал часть плодов Вознесения у семей Цянь и Хуань. После этого, держа в руках полученную карту, он обошел основные кланы северного региона звездного домена Лотянь и открыто собирал плоды Вознесения от имени Громового Бессмертного. Всего за несколько коротких дней он собрал гораздо больше плодов Вознесения, чем изначально требовалось. Похоже, на этот раз Ван Линь действительно сорвал большой куш. Но когда полностью подготовленный Ван Линь вернулся на планету Юнься, он обнаружил, что спящий Ван Юэ, похоже, начал проявлять признаки пробуждения. А в месте, где он когда-то обнаружил золотую минеральную жилу, он неожиданно увидел драгоценное сокровище бессмертного мира Таньлана. После того, как Всеведущий и остальные телепортировали Таньлана в звездный домен Лотянь, сначала он лишь формально занялся поисками Ван Линя, но после входа в северный регион Лотяня, особенно после обнаружения планеты Юнься, его профессиональные инстинкты охотника за сокровищами немедленно дали о себе знать. Причина заключалась в том, что он почувствовал внутри этой планеты необычайное сокровище. Изначально Таньлан хотел найти это сокровище и удалить оставленную на нем печать. Тогда ему больше не пришлось бы проходить через все трудности поисков так называемого Ван Линя. Время его прибытия на планету Юнься идеально совпало с моментом, когда Ван Линь только что отправился в одиночку бросать вызов семье Хуань. Не зная, что вся эта планета на самом деле была преобразованным Ван Юэ, Таньлан немедленно извлек свой позвоночник древнего бога и нанес удар. Но даже человек с лучшим характером в мире не смог бы стерпеть такой удар. В результате, в тот самый момент, когда Ван Юэ начал пробуждаться, судьба Таньлана была предрешена. Прежде чем он успел хоть как-то отреагировать, это ужасающее древнее существо раскрыло свою колоссальную пасть и одним глотком проглотило его целиком. Для Таньлана это было так, словно сами небеса и земля рухнули вокруг него. Еще мгновение назад он мечтал захватить бесценное сокровище, а уже в следующий миг оказался в глубинах тела Ван Юэ, запертый в темном, зловонном и ужасающем месте. И это заключение оказалось недолгим. Таньлан был запечатан там более 100 лет. Для обычного культиватора оказаться в таком месте было хуже смерти. Не было ни солнечного света, ни достойной упоминания духовной энергии, ни пути к спасению. Повсюду его окружала подавляющая аура Ван Юэ, чудовищного существа настолько древнего и ужасающего, что даже попытки сопротивления оказались бессмысленными. Но, как ни странно, Таньлан не погиб. Причина была не в том, что он оказался достаточно силен, чтобы сопротивляться Ван Юэ, и не в том, что у него имелся какой-то бросающий вызов небесам способ побега. Единственная причина его выживания заключалась в том, что Ван Юэ почувствовал в нем нечто знакомое. Эта аура исходила от древнего бога Тусы. Таньлан носил при себе нечто, связанное с древним богом, и для Ван Юэ эта аура не была враждебной. Напротив, она пробудила слабое чувство знакомости, почти инстинктивную связь, скрытую глубоко в его древней родословной. Именно поэтому Ван Юэ не раздавил его сразу, не переварил и не стер из существования. Он лишь проглотил его, заключил в своем теле и оставил там заточение. Для Таньлана это стало одновременно бедствием и странным проявлением удачи. Он избежал смерти, но ценой судьбы, которая, возможно, оказалась еще более унизительной. Охотник за сокровищами, когда-то пересекавший звездные домены в поисках удачи, теперь превратился в пленника внутри места выделений древнего чудовища. И пока Таньлан страдал в этом жалком месте, Ван Линь уже собирался прибыть. То, что ожидало впереди, было гораздо опаснее всего прежнего. Потому что целью Ван Линя было не просто исследование звезды Юнься. Он пришел, чтобы забрать кость Ван Юэ. А забрать кость у такого существа, как Ван Юэ, было все равно, что спровоцировать спящую катастрофу. Один неверный шаг, одна малейшая ошибка в расчетах, и даже Ван Линь мог быть поглощен той же бездной, которая удерживала Таньлана целое столетие. Таким образом, следующее путешествие Ван Линя должно было превратиться в смертельное испытание мужества, терпения и беспощадного расчета. Захватывающую гонку со временем до того, как ужасающий Ван Юэ полностью пробудится.